Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 1 мая, понедельник, но я хочу начать эту неделю с оценки общей ситуации у нас на всех фронтах войны. Тем более, что, как говорил камердинер известного французского мыслителя де Сен-Симона, нас ждут великие дела. Вернее, у него это звучало: «Вставайте, граф, нас ждут великие дела». Так вот, накануне этих великих дел, я имею в виду наступление ВСУ, вот что мы имеем. Соединенные Штаты передали Украине, вернее ВСУ, специальные датчики, которые позволяют обнаружить излучение, которое получается в результате применения ядерного оружия или грязных бомб. Более того, они могут подтвердить или указать, кто именно применил это оружие. Смысл очевиден. То есть, для меня этот жест свидетельствует о том, что Соединенные Штаты реально надеются на то, что наступление ВСУ будет очень эффективным и успешным. И мы помним, что кремлевский сиделец грозился применением тактического оружия в случае, если его бандитам или его стране, его государству будет угрожать смертельная угроза. Ну и для того, чтобы не допустить применения тактического ядерного оружия Путиным под чужим флагом, то есть сделать так, что вроде это Украина применила эту бомбу грязную, допустим, и обвинить ее в этом, и, значит, используя эту ситуацию как провокацию, самому применить ядерное оружие. Вот американцы все это и сделали. То есть, с моей точки зрения, это сигнал из Вашингтона Кремлю. ВСУ будет наступать максимально жестко. Не вздумайте совершить безумие и поступок, о котором вы потом жестоко пожалеете. Но теперь перейдем к экономическому фронту. Ситуация в экономике России, которая, вот буквально на прошлой неделе, выступая перед комитетами по делам вооруженных сил и Палаты представителей и Сената в Конгрессе США, командующий войсками НАТО в Европе генерал Каволи сказал, что экономика России продержится, видимо, год. То есть он так и сказал: год. Не в течение года, не больше, не меньше, а вот год. То есть, многие, конечно, те люди, которые находятся сейчас под бомбежкой в Украине, скажут, что это ужасно долго. Да, это так, этот год может принести огромные страдания для многих людей, но для такой войны, это крупнейшая война после Второй мировой войны в Европе, учитывая, что в нее вовлечена страна, составляющая чуть ли не 1/6 часть суши, 1 год – это, с точки зрения истории, это мгновение. Так вот, экономическая ситуация. Но надо сказать, что российское правительство, понимая, что экономическая ситуация не ахти, засекречило в последнее время максимальное количество статистических данных, чтобы нельзя было в этой экономической ситуации разобраться. И поэтому группа американских исследователей изучила данные таможни по экспорту, импорту в Китай и из Китая при помощи документов китайской таможни, учитывая, что Китай – это главный сейчас экономический партнер Российской Федерации. И что же мы имеем? По этому поводу была опубликована статья в журнале Foreign Affairs, которая была заглавлена «Почему Китай не пришел на помощь России?». То есть сам заголовок дает вам понимание того, о чем идет речь. То, что мы с вами неоднократно обсуждали, то, что там опровергалось другими точками зрения и так далее, сейчас становится реальностью. То есть мы с вами были на правильном пути. Согласно выводам, сделанным в результате изучения китайских таможенных документов, Китай опасается увеличения торговли с Россией.
по разным причинам, которые мы с вами сейчас и обсудим. Вопреки общепринятому мнению, Москве нечего предложить Пекину в экономической области. Хваленный поворот России в сторону Китая не так успешен, как утверждает и Путин, и Си Цзиньпин. Ну и дальше идет разбор полетов. Отчет начинается с 22 года, когда западные государства объявили о массовых санкциях против Российской Федерации. Россия решила перенаправить всю свою торговлю, вообще все экономическое сотрудничество в Азию. Китай стал основным партнером в этом плане. И вот что мы имеем по результатам прошлого года. Экспорт Китая в Россию. В долларах США вырос на 12,8% за год. При этом отмечается, что значительная часть этого роста произошла за счет разницы или изменений в отношении юаня к доллару. Юань дешевел, и это позволило значительно обесценить или снизить цены на товары китайского экспорта, таким образом увеличить экспорт, что, собственно говоря, неплохо для Китая, для его конкурентоспособности, повышения конкурентоспособности, развития его экономики. Но это никак не утешает Российскую Федерацию. Вот эти 12,8%, они не были, о чем под фанфары говорят в Кремле, и Путин об этом упоминал, это не есть нечто невероятное и никоим образом не является свидетельством стремительного расширения двусторонних экономических отношений. Потому что есть другие страны, такие как, допустим, Индия, Австралия, которые за то же время увеличили экспорт из Китая в 2 раза примерно, то есть более чем на 20%. А если посмотреть, как предлагают аналитики американские, если посмотреть на китайский экспорт в Россию в долларовом выражении, то есть в чистом, без всякой скидки на изменение курса валют, то тут ситуация совсем уж как-то так выглядит совсем не радужно, во всяком случае не настолько радужно, чтобы можно было утверждать, что Индия и Китай практически заменили эффективно, хорошо так заменили потерю России европейских рынков. Итак, в 2022 году китайские фирмы отправили в Россию товаров на общую сумму в 76 миллиардов долларов. Это примерно соответствует поставкам, то есть экспорту Китая в такие страны, как Индия, Тайвань, Австралия. То есть возьмите Тайвань и Россия. И вот экспорт Китая в одну и другую страну практически однозначен. Можно ли сравнивать экономики двух стран, хотя Тайвань является 20-й экономикой мира. Я сейчас не знаю, какая является Российская Федерация, но маленький остров Тайвань соперничает с Россией по объему экспорта из Китая в долларовом выражении. И самое главное, что вот эта сумма в 76 миллиардов, на которую Россия импортирует китайские товары, составляет всего-навсего 2%, ничтожные 2% китайского экспорта. То есть это всего, по большому счету, ничего, это практически равно геометрической, не геометрической, а статистической погрешности. То есть то ли есть этот экспорт, то ли и нет. Но с другой стороны, да, звучит, вот как говорят, на 76 миллиардов. Кстати, я вот заметил, что российские представители никогда не называли эту цифру. Они всегда говорят, товарооборот достиг стремительно 190 миллиардов, движется к 200. А вот если разбить это, посмотреть, что такое китайский экспорт, что нужно позарез России, то дело обстоит неважно. Интересные цифры получаются, когда мы посмотрим,
что произошло с 2014 года, когда начали уже вводиться западные санкции против России. Так вот, экспорт Китая в Россию за это время возрос на 40% с 2014 года. В то время, когда экспорт Китая в такие страны, как Вьетнам, Сингапур, вырос более чем на 200% в каждую из этих стран. То есть не наблюдается никакого взрыва двусторонней торговли, которая могла бы говорить о том, что Россия успешно замещает европейские рынки при помощи китайского рынка. Общий вывод, к которому приходят аналитики, заключается в том, что Россия не представляет собой привлекательный рынок для китайских фирм. То есть вообще не представляет. И тому есть несколько причин. Ну, первая причина о том, что ВВП, то есть страна находится, Россия, я имею в виду, находится в состоянии рецессии. Ну, тут можно спорить, насколько упало, и насколько есть ожидание, что это поднимется, но рецессия есть рецессия, и установлено, то есть практически консенсус, состоит в том, что вернуться, вот если сейчас, завтра война закончится, то вернуться к показателям довоенного 2021 года Россия сможет только в 2027 году. И каждый последующий месяц продолжения этой войны, каждый год эти перспективы все более и более отдаляет. То есть устойчивости экономики России не видно. Китаю такой серьезный партнер, оказывается, совсем не нужен. Далее. С массовым объявлением западных санкций Россия решила пойти на серый импорт, импортозамещение так называемое, которое сопряжено с полным практически отказом от прав на интеллектуальную собственность. Ну, так может себя вести босяк на международной арене, в международной экономике. Но Китай не босяк, и он не может себе позволить долгосрочно и серьезно сотрудничать с страной, которая проводит вот такую политику. То есть это одна из важнейших причин, почему Россия, как экономический партнер для Китая, в принципе, не интересен. Но самое главное, конечно, это вот оглядка Пекина на Вашингтон. Это боязнь Пекином массовых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть на расширение экономического сотрудничества Пекина с Москвой Соединенные Штаты уже практически ответили путем резкого сокращения доступа Китая к самым передовым чипам, полупроводникам. Я вам рассказывал, что американцы и европейцы одним ударом, то есть одним росчерком пера могут напрочь убить всю авиационную промышленность Китая. Но есть еще более серьезные опасения. То есть Соединенные Штаты практически запретили вывоз, то есть экспорт в Китай военной продукции или того, что может трактоваться как военная продукция. И поставили условия. Те страны, которые будут обходить эти санкции, будут торговать работать в этом направлении с Китаем, они полностью потеряют доступ к американскому рынку. И Китай опасается, что если дальше будет нарастать ситуация, усугубляться в Украине, то Соединенные Штаты могут распространить вот это эмбарго вообще на все экономические связи с Китаем. И тогда для любой страны мира станет вопрос: или ты сотрудничаешь, имеешь в качестве рынок Соединенных Штатов и Европы, или же ты работаешь только с Китаем. То есть или. Вопрос ребром. В Пекине считают, что это вполне возможно. Они серьезно относятся к этой перспективе. И поэтому они хотят идти на это. И они рассчитывают по худшему сценарию, делают совершенно правильно, потому что ситуация военная, идет война, и тут надо планировать по худшему сценарию. А худший сценарий – это возможность того, о чем я вам только что сказал. Китайцам это не надо, и поэтому зачем им сотрудничать со страной, так сказать, в максимально возможных масштабах, которая находится вот
перед подобными угрозами. В этой связи инвестиции китайских компаний в Россию, они практически где-то крутятся около нуля. Из того, что Китай поставляет в Россию, они поставляют телефоны, они поставляют транспортные средства, они поставляют микроэлектронику, но они не поставляют новейшие технологии, а это как раз то, что критически необходимо для Российской Федерации. Для восстановления своих цепочек производства высокотехнологичных товаров, которые необходимо стране вообще вот в средней, в дальней перспективе, для того, чтобы как-то так удержаться где-нибудь не в самом конце мирового прогресса. То есть, потеряв доступ к американским технологиям, европейским, Россия не смогла получить адекватный доступ к новейшим технологиям через Китай, и это обрекает ее в средней и долгосрочной перспективе на прозябание в стране, которая окажется на обочине и уже там находится на обочине научно-технического прогресса. Очередной раз в своей истории. Первый раз это было 70-е годы, 80-е. Сейчас все возвращается на круге своя. Почему Китай не поставляет полупроводники? Боится Соединенных Штатов Америки, которые Китай лишили доступа к новейшим полупроводникам. И что еще интересно, когда, Вашингтон объявлял вот эти ограничения на возможность экспорта в Китай новейших полупроводников и то же самое одновременно в Россию, они рассчитывали, что в этой ситуации Китай и Россия не начнут сотрудничать с тем, чтобы самим создать эти полупроводники. Получается, даже не то, что Россия, даже Китай не может это все сделать самостоятельно, без западных технологий. Напротив, американцы считали, что в этих условиях между Пекином и Москвой разгорится конкурентная борьба за доступ, даже для того, чтобы где-то все-таки эти новейшие технологии, новейшие чипы получить. И так она оказалась. Пекин, Москва начали бороться друг с другом через контрабанду, через серые схемы. Среди стран, через которых проходила эта контрабанда, возможно, проходит до сих пор теперь, на первом месте указывается Турция, на втором месте идет Казахстан, господа, о чем в последнее время все больше и больше говорится в открытых средствах массовой информации. Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. Но если Россия еще может там пошакалить, путинская Россия может там еще пошакалить, где-то косточку ухватить какой-нибудь там в одном углу, другую косточку в другом углу, то такой серьезной стране, как Китай, это все неприемлемо. Она не может жить работать в таких условиях. То есть Китай практически считается, что в таких условиях Китай как помощник поставки новейших технологий, чипов в России, он практически исключен для того, чтобы не поставить под удар свои собственные перспективы. А это убивает все перспективы России как-то так держать свою промышленность, производство, в том числе военное производство, на каком-то определенном, не совсем убитом уровне, скажем так, не оказаться полностью на уровне Северной Кореи. Что касается российского экспорта в Китай. Российский экспорт в Китай, да, он возрос. Он возрос в 2022 году на 43% в связи с тем, что взлетели цены на углеводороды, на нефть, прежде всего на нефть, на газ, а затем в какой-то степени с февраля этого года и на нефтепродукты. То есть это никак не связано с усилиями России, с необычными успехами переориентирования своей экономики на Китай. А так оно, в принципе, получилось. И если Россия увеличила экспорт нефти и газа на 43%, то Канада без всяких там прорывов и без всяких фанфар увеличила свои поставки
в этой же области за тот же период на примерно 40%. Экспорт России в Китай остается низким в долларовом выражении, на уровне 114 миллиардов долларов в 2022 году. Эта цифра составляет всего 4% китайского импорта. Вот столько же, 4% составляет китайский импорт из Малайзии. То есть Россия путинская поставляет в Китай столько же в долларовых выражениях, как Малайзия, экономика которой составляет 1/6 часть российской экономики. То есть вот когда это все читаешь, расклад, вот эти бравурные цифры Путина в преддверии, во время встречи с товарищем Си Цзиньпином о том, что мы вышли на 190 миллиардов. Вот оказывается, что это. Это уровень Малайзии, который никоим образом не спасает Россию от потери европейского, прежде всего европейского рынка. Откуда они получали? Ну, помимо всего прочего, помимо массовых закупок углеводорода из России, 90% всех инвестиций в Россию поступали оттуда, из Западной Европы, какой-то немножко в Соединенных Штатах Америки, но прежде всего ЕС, теперь они равны нулю. Примерно. И примерно столько же равны нулю китайские инвестиции в российскую экономику. Вот такая, ребята, извините, складывается ситуация. Вывод экспертов американских. Экспорт России в Китай достиг плато. Что это значит? Китай стремится, это его стратегия, диверсифицировать поставки энергетиков из других стран. И идея заключалась в том, чтобы в день максимально из самых крупных поставщиков нефти закупать не более 2 миллионов баррелей нефти в день. Саудовская Аравия достигла этого показателя примерно 2 года назад. Российская Федерация достигла этого показателя в прошлом году, в 2022 году. И теперь, как ожидается, все. Дальше никаких прорывов, никаких грандиозных успехов не ожидается, потому что Китай не хочет ставить себя в зависимость от партнеров, которые будут поставлять больше. Правильно они делают, они видят, что происходит с Украиной, видят, что происходит в Европе, и им не нужен сумасшедший поставщик нефти и нефтепродуктов. Примерно такая же ситуация и с газом. Сила Сибирь-1. Ей требуется уже ремонт, серьезный ремонт для увеличения пропускной способности, который может закончиться только где-то в 2026 году. Для того, чтобы увеличить поставки альтернативным путем, Россия навязывает усиленно проект «Сила Сибири-2». Но «Сила Сибири-2», если бы она включилась, она бы позволила стать России, поставлять Китаю примерно 50% всего газа. Это никак не надо Китаю, тем более, что совсем недавно китайцы утвердили газопровод, поставки газа из России, согласно которым они будут идти с Дальнего Востока в материковый Китай. То есть китайцы считают, что только одно из двух. Или вот этот из Дальнего Востока материковый Китай, то есть поставки газа, или же «Сила Сибири-2». А поскольку первый проект уже утвержден, то шансов на утверждение «Силы Сибири», как на это надеялись в Москве, вы видели в ходе закончившегося визита Си, они никак не оправдываются. То есть, судя по нынешней тенденции, «Сила Сибири-2» почила в БОЗе, еще не начинаясь. Таким образом, американские аналитики приходят к выводу, что ситуация в двусторонних экономических отношениях на самом деле односторонняя. Китай имеет явное преимущество, и он не собирается, не планирует изменить условия для того, чтобы хоть как-то так улучшить жизнь своему
закадычному другу Владимиру Путину. Пекин может бросить спасательный круг российской экономики, но не спешит это делать. И даже если представить, что сейчас вот произошло какое-то озарение, признаков которого не наблюдается, но даже если представить, что вот сейчас китайцы решили в массовом порядке направить свои инвестиции в российскую экономику, то эксперты напоминают, что инвестиционные проекты до начала их работы занимают 3-5 лет. То есть даже если начать их сегодня-завтра, то первые бенефиты, последствия благоприятные станут известны через 3-5 лет, а у России в условиях идущей войны этих 3-5 лет практически нет. Таким образом, подводят итог это исследование американские эксперты, грандиозное ожидание Путина над развитием сотрудничества Китая, что он поможет России заменить Запад, не оправдались. И вопреки официальным заявлениям, восторженный поворот России на Китай не оказался взаимным. Товарищ Си похлопал товарища Пу, прощаясь в Москве, и сказал: денег, инвестиций нет, но ты тут держись. Получается примерно что-то такое. Но и с этим перейдем к дипломатическому фронту. Тут славная статья была сегодня опубликована в Financial Times. Написал ее Гидеон Рахман, который является ведущим комментатором газеты по иностранным делам. Человек с легендарной биографией. До этого он занимал примерно такую же должность в издании The Economist. Ну, в общем, человек знает, о чем он пишет. Недавно он побывал в Киеве, где имел встречи, как я понимаю, с очень ответственными, скажем так, людьми в администрации я даже не знаю, Зеленского или Ермака. Ссылается на них, узнал там, что там думают люди. И написал, значит, он статью, которая заглавлена: «Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине. Россия нуждается в поддержке своего союзника». Но этот затяжной конфликт, как они его называют, то есть война в Украине, стала стратегической проблемой для Пекина. То есть я должен с удовлетворением отметить, что вот эта статья, она практически, чуть ли не нашими же с вами словами, теми, которые вы, кстати, пишете мне, комментируя те видео, которые я делаю для вас, то есть они практически этими же словами подтверждают наши же с вами мысли и предположения по поводу того, куда, скорее всего, во всяком случае, вот на данном этапе все указывает, не все, так скажем, подавляющее количество убедительных фактов указывают, что Китай именно движется в этом направлении. В чем всего этого смысл? Смысл в том, опять я буду краток, потому что мы с вами это в деталях разбирали, что Китай возлагал, когда он благословил вторжение Путина в Украину, он поверил, что Путин это все сделает быстро и эффективно, но эти ожидания рухнули. В результате вместо того, чтобы получить какие-то преимущества или бенефиты от успешной операции, так называемой операции в Украине, Китай попал в сильнейшие проблемы – политические, дипломатические, самое главное для Китая – экономические проблемы. И они не просто экономические проблемы какого-то даже семинутного характера, такие там поставки, цепочки этих поставок, хотя и они являются важными для китайской экономики. Но страдает глобальная позиция Китая как страны, которая провозгласила себя альтернативу злобному, хищному, брецающему оружию Западу, страну, которая против гегемонии международных отношений, которая за весь юг, так называемый. То есть Китай во главе всех тех стран, которые так или иначе не симпатизируют США и всему Западу. И таким образом приходит к выводу автор: Китай терпит серьезнейшие проблемы по всем
по всем направлениям: экономическом, политическом, дипломатическом, моральном. И вместо того, чтобы ослабить Запад при помощи Путина, Китай видит перед собой укрепившийся союз и новое, укрепившееся НАТО и возникновение новых военно-политических организаций уже в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть к НАТО еще подключается Япония, Австралия и даже ряд стран Юго-Восточной Азии. И в этой ситуации, по мнению автора, в Пекине пришли к выводу, что лучший способ восстановить свою репутацию в Европе, а Европа – это то, без чего Китай не может жить экономически. Так вот, это сыграть заметную позитивную роль в прекращении войны в Украине. И есть, как оказывается, подчеркивает автор, есть свидетельство тому, что Китай начинает чувствовать вкус к вот этой своей миротворческой деятельности в мировом масштабе. Ну, это успех в урегулировании отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Теперь недавно Китай в Самарканде председательствовал на собрании стран Центральной Азии, где обсуждались проблемы в Афганистане. Но надо сказать, что здесь просто у Китая свои личные шкурные интересы. Ему нужна эта Центральная Азия прежде всего для того, чтобы не допустить проникновения талибов через эту Центральную Азию к ним на территории, где проживает мусульманское население в Китае. Но тем не менее, и даже в последнее время в Пекине, ну пока тихо, но заговорили о том, что а не взяться ли нам за урегулирование израильско-палестинского конфликта. И автор статьи пишет, когда он огласил эту мысль в Вашингтоне, его собеседники улыбнулись и сказали: ну, мы им желаем удачи в этом деле, пусть поработают. Соединенные Штаты отнеслись сначала к этому делу настороженно, поскольку, ну, вы знаете, то есть не является здесь, в Вашингтоне, загадкой, что именно Пекин благословил Путина на эту агрессию, и долго он не осуждал, и до сих пор не осуждает, и даже помогал в Организации Объединенных Наций, да, и в пропагандистском плане. Но все-таки в Вашингтоне пришли к выводу, что, может быть, это окажется полезным. То же самое оптимизм осторожный высказывает и в Европе. Почему? Откуда? Зачем это все? Какая стратегическая цель Запада, Китая? Ждем контрнаступления, вернее, не контр, а наступления ВСУ. Цель этого наступления, как считает автор, одержать настолько решительную победу над Мордором, чтобы Путина, ослабевшего Путина, привлечь к столу переговоров и продиктовать ему условия мира. Это программа «Максимум». Программа «Минимум» – нанести достаточно серьезные удары для того, чтобы все-таки, ну, не диктовать ультиматум, но прийти к этим переговорам для Украины с позиции силы. Ну и дальше вот тут прямо он пишет в последнем абзаце чуть ли не теми словами, которые мы обсуждали стратегию сейчас, присутствие Китая во всей этой игре. И Запада, кстати, почему Запад приемлет, хоть с настороженностью, но приемлет эти инициативы Пекина. У Украины есть союзники на ее стороне, которые могут выступать от ее имени, давать ей рекомендации. Украина может с ними сотрудничать, но до последнего и слушать их в той или иной степени, их рекомендации. До последнего момента у России не было такого союзника, который мог бы адекватно высказывать свою точку зрения и Украине, и Российской Федерации.
И вот теперь Китай появился именно в такой роли. То есть Китай стал единственным государством, который может на каком-то этапе, когда придет время и сложатся подходящие условия, сказать Вове, Вова, вот реальности их надо, с ними надо считаться. Поэтому, ну, а дальше там в зависимости от сложившейся ситуации. Автор вот таким образом формулирует эту ситуацию. Только Си может предложить Путину теплое рукопожатие на публике и скрученную руку наедине. То есть только он сможет сказать Путину, и только Путин от него может принять месседж, согласно которому: Вова, ты извини, но ты проиграл, поэтому надо уматывать. То ли со всех территорий, то ли с частичных территорий, на каком-то таки, но только он. В общем, весь смысл всего этого. Ну и, как вы видите, все к этому идет. Экономическая оценка ситуации. Затем из нее вытекают дипломатические усилия, общее изменение ситуации в мире к настоящему моменту. То есть, видимо, мы находимся на пороге ситуации, когда дипломатические усилия могут выйти на передний план. Но все, опять-таки, подчеркиваю, зависит от успеха ВСУ. Ну а если вернуться к тому, с чего я начал, что Соединенные Штаты уже вот передали эти датчики для определения возможного применения ядерного оружия, то ставки повышены со стороны Запада, Америки до практически максимального уровня. Ну и теперь возникает еще один вопрос. Как? Ну хорошо, все так, с экономикой вроде нормально все складывается на экономическом форуме, и с дипломатией вроде складывается какая-то такая приемлемая в целом хотя бы игра. Да, кстати, я вам должен сказать, что вот автор этой статьи, он говорил, что после визита Си в Пекин он был в Киеве, и из всех сторон, то есть он в Вашингтоне с этим прокручивал эту тему, и в Лондоне со своими источниками, и в континентальной Европе, но наибольшее воодушевление в связи с выходом Пекина на такую большую дипломатическую активность он наблюдал именно в Киеве. И, судя по всему, он имел беседы в администрации, в ОПУ, где ему, в частности, сказали, то есть они были в восторге, его источники там, от того, как прошли переговоры в Москве во время визита Си, и даже кто-то ему сказал, что по оценкам в Киеве Си скоропостижно, то есть раньше времени, прервал визит и раньше времени уехал из Москвы, что вызвало чуть ли не эйфорию. Таким образом, считается, что украинская сторона на настоящий момент является чуть ли не самой заинтересованной в успехе китайского посредничества в этом деле. И тут вот я хотел бы вернуться к вопросу о том, как это делать профессионально. То есть можно любую замечательную идею убить, если не знать, что делать и как делать. Для этого нужно быть профессионалом. Этим делом сложнейшим решается вопрос о судьбе государства. И в этой связи, значит, я обратил внимание на статью в китайских средствах массовой информации по поводу того, где они описывают, кто такой Ли Хуэй, человек Китая в Украине. То есть это вот этот челночный дипломат, реинкарнация Генри Киссинджера, который теперь вот будет вести эти переговоры. Ну, видимо, уже после окончания наступления ВСУ. Кто он такой? Насколько важна его миссия? Миссия чрезвычайно важна, как пишут китайские газеты, поскольку прекращение этого конфликта должно оказать серьезное влияние с точки зрения Китая. Обратите внимание на приоритеты их, на мировую политику
экономику и цепочки поставок на третье место. Вот что нужно Китаю позарез, иначе экономика у них будет в весьма стесненном состоянии. Этот господин Ли Хуэй находится на дипломатической работе с 1975 года. Он начал работать в МИДе КНР, в департаменте Советского Союза и стран Восточной Европы. То есть он знает и Россию, Восточная Европа, он, естественно, знает и Украину. 10 лет он был послом в Москве. Это максимальный срок. То есть ветеран. Больше него послом в России никто не был. Он там знает массу людей. Человек блестяще говорит на русском языке. Человек, который в подлиннике читает Чехова, Достоевского, Гоголя, Пушкина, Лермонтова и может философски беседовать, не просто там пересказывать содержание того или другого произведения. Он может абстрактно оценивать, развитие или генезис русской интеллектуальной мысли на основании анализа литературных произведений российских писателей и писателей других республик или новых независимых государств которые образовались на территории бывшей страны. То есть это квинтэссенция супердипломата. Повторяю, он имеет по-прежнему ранг заместителя министра иностранных дел, несмотря на то, что он был, то есть будучи послом в Москве, он имел за собой вот этот ранг замминистра иностранных дел, что делало его супер, так сказать, послом. Не просто, а супер послом. И вот этот человек, который будет заниматься этим вопросом. И тут, я им рассказывал, кто теперь будет. Это, главный человек Пекина в Киеве. При этом, опять-таки, подчеркивается, это уже независимая от Пекина, от Компартии Китая газета South China Morning Post пишет, что его карьера никоим образом не означает его близости к Си Цзиньпину или к его клану. Он не близок к ним. Его взяли только потому, что он супер профессионал в своем деле. Лучшего в наборе китайской дипломатии нет. А кто такой новый посол Украины, я вам рассказывал. После того, как я рассказал, мне пишет один из моих знакомых, человек, профессионал в своем деле, из Киева. Мой хороший, добрый киевский товарищ, который является суперпрофессионалом в своем деле, имеет блестящее образование, умен, не только по моим наблюдениям, но по наблюдениям других друзей. И самое главное, что он знал господина Рябикина. И вот что он мне пишет. Я должен вам зачитать, чтобы вы поняли, кто такой украинский Ли Хуэй, который поедет в Пекин. Итак, цитирую, читаю. Паша Рябикин, полный отстой, был замом у мэра, никогда ничего не делал, выгнали, был министром, никогда на работе его никто не видел. Бизнесмен, занимался только хозяйственной частью, то есть там, где бабло куется, как завхоз, очень близкий и скрытый дружбан Ермака, а также лучший друг Резникова. Я, когда узнал, что он в Китай послом едет, не поверил, думал фейк. Зеленский его вообще не знает. Это же парадокс, что его назначают на такую должность. Паша вообще полный ноль, полный. И тут 3 фигурки непонятные, а может и понятные. Никаких стратегических отраслей в Украине, по сути дела, де-факто, он не курировал. Он вообще на работе не бывал. Жесть полная.
Вот, господа, что такое управляемость. Это я к вопросу о управляемости. Помните, я не так давно в одном из предыдущих, на прошлой неделе видео, когда говорил об американских оценках, стратегических оценках, почему, по их мнению, Россия проиграет эту войну. Первое, на первом месте стояло – это отстой в области управления государством в целом, всей военной машине в частности, сверху и кончая командиром взвода. Управляемость. В последнее время многие из вас слышали на прошлой неделе, в 2 частях Пригожин разразился своей оценкой ситуации на фронте и предсказал полную жесть, крах. На первом месте среди причин вот того поражения, которое терпит российская армия, по его мнению, это плохое управление, вернее, отсутствие этого управления. Ну и вот, что мы имеем теперь на главном направлении, на важнейшем управлении дипломатического фронта. Вот это управление, которое мы будем иметь. То есть жесть, полный отстой, которого выгнали оттуда, выгнали отсюда и назначили, потому что он скрытый дружбан Ермака, а также лучший друг Резникова. Ну, а теперь подумайте. Вспомните критерии, по которым назначили Лихуэя. Люди, которые Си Цзиньпин и другие его помощники, которые мыслят стратегически в государственном масштабе, а не государственники. И как решается вопрос в частной лавочке, она почти частная, которую возглавляет господин Ермак, где подбор кадров идет свой-чужой. Наш пацан или не наш пацан, из нашей кодлы или не нашей кодлы. И тем не менее, да, вот закончу, хочу сказать, чем дальше все это я наблюдаю, тем больше убеждаюсь. Да, это, в общем-то, аксиома среди всех здравомыслящих людей уже, я так понимаю, в Украине, что тот факт, что Украина не просто остановила врага, но она близка и готова к нанесению ему поражению. Все это происходит не благодаря, а вопреки ведомству господина Ермака, который лезет во все. И в дипломатию, и в военные дела, куда его нельзя допускать вообще категорически на пушечный выстрел. То есть, потому что он вместе с собой несет хаос, отсутствие навыков управления. На ключевые должности ставится кое-кто, вот как здесь пишет, полный отстой и жесть. И они везде. Это политика, кадровая политика главного начальника отдела кадров нынешней администрации. То есть в этой ситуации вопрос стратегической безопасности Украины номер 1, я в этом уверен, является защита вооруженных сил Украины от вмешательства вот этих людей. Им еще осталось влезть туда и назначить своего, скажем так, условного Пашу Рябикина во главе ВСУ. Этого нельзя допустить никоим образом. На этом позвольте, дорогие друзья. Я надеюсь, что это не произойдет. Я уверен, что не произойдет, потому что народ этого не позволит. Это вопрос, быть или не быть. На этом позвольте, друзья, закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разгромлен. Мордор будет уничтожен, как когда-то был уничтожен Карфаген. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой уверенности, что ни на что, несмотря ни на что, мы победим. Потому что Украина – это уникальная страна, уникальный народ, которому не нужна власть, и не нужен царь, барин, хозяин. Это нация, которая самоорганизуется. Это благословение свыше. Понимаете? Поэтому будьте уверены, что мы неизбежно, несмотря ни на что, победим. До новых скорых встреч.